Всем доброго вечера! Сегодня мы смотрим катсцены Metal Gear Survive. Я надеюсь, вам все нормально видно. И вот мы поехали. Да, мы смотрим их с этого канала Gamers Little Playground. Весь кредит... Ой, черт, это говно запустилось. Секунду. Да, вот. Весь кредит им. Я не играл в эту игру и не хочу совершенно этого делать. Ну, давайте посмотрим катсцены. Да, был Биг Босс, у него была армия без наций в 75-м году. А потом случился Писвокер. А потом на него напал Скалфейс. И Биг Босса дома не было. А потом он понял, что им играли на скрипке. А солдаты сопротивлялись. Когда Биг Босс вернулся, база уже вся горела, и ему оставалось только улетать. Это мы и знаем, это мы все смотрели уже. Тормоза? Блин, ну вот я не знаю, короче, что с Твичом. Если тормоза продолжатся, то, может быть, конечно, что-то надо будет делать с Твичом, но пока что... Konami гений! Оригинальная история! Written by... Какой... Hidakami Limited. Окей. Да. Йота Цуцумидзаки гейм. Примерно так. Не, режиссура не такая же. Смотрите, они умеют в монтаж. Достаточно было уволить Кодзиму, как сразу в игре появился монтаж. Масахиро Ито, да, его позвали дизайнить монстров. Ну, то есть, чувак всю жизнь только и делает, что дизайнит монстров. Мне кажется, довольно закономерно, что его позвали и сюда дизайнить монстров. Сейчас хлобысит ТД оценит Survive высоко. Нет, я уже говорил, что совершенно не имеет значения, какая будет эта игра и так далее. То есть такие игры, у которых проблема просто в ДНК. О боже. И вот это такая игра, которая просто, ну... Ее ничего не спасет. Ну, не может она быть хорошей. Лид-гиммик-программер? Да, я не обратил внимания на титры, но это очень... Ой, давайте, если кто не знает, давайте мы просто поговорим сейчас вот об этом месте, потому что вдруг кто-то вообще не читает новости, и надо объяснить. Так вот, давайте смотрим сюда. Значит, здесь пасхалка спрятана в первых буквах фамилий. MG, Metal Gear, Killed in Action, Metal Gear мертвый. Дальше.
Snake — это имя, которое ты вводишь сам. Все остальное складывается в KGP Forever. Kojima Productions Forever. Напоминаю, что Kojima Productions — это не только студия, которую Кодзима создал для Death Stranding, но это и подразделение Konami, в котором, очевидно, работали многие чуваки, которые после этого стали делать Survive. И после этого Forever идет совершенно восхитительный Бастард Йота, который Цуцумидзаки, который, как мы знаем, директор игры. И Каннин Юджи, который Корекадо, который был программистом всех МГСов до этого, а тут стал продюсером. И они авол. То есть, что они? Они дезертировали, они типа предатели здесь отмечены. Вот такая вот офигенная пасхалка. Мне кажется, я не знаю, пасхалок такого уровня я в играх вообще не встречал, по-моему, очень давно. Я думал, что все такие пасхалки остались где-то в 90-х. Настолько смелые и крутые. Пасхалка совсем не японская какая-то. Ну, вообще, я не знаю, Бастард Йота прямо просто вот с разворота, с вертушки в щи. This is Snake. Так, мне кажется, что они какие-то очень тихие. У меня очень сильно выкручена у самого громкость, но я, наверное, сделаю чуть погромче их в стриме. Если нужно себя сделать потише, скажите. В том-то и дело, Бастард и Каннинг, они не убежали к Кодзиме. Ой, блядь, ладно. Наверное, я зря выкрутил громкость. Они наоборот, они стали делать вот эту парашу, стали руководителями этой параши. Они фактически олицетворяют тех разработчиков, которые согласились с Konami, которая сказала: давай увольняй Кодзиму, нам не нужен Кодзима, мы сами сделаем не хуже Кодзимы. Но то, что они делают, это просто, ну, по умолчанию хуже Кодзимы. Оно не может быть лучше, просто потому что в нем нету вообще никакой творческой ниточки, никакой изюминки нет, ничего интересного нет. Совершенно генериковая игра, бесцельная. Была теория, что это Сигент. О, ну да, это было бы здраво. В конце концов, во вселенной МГС есть только один негр, который появлялся больше, чем в одной части. Готов стать руководителем вашей параши. Да, все так. Йота и Юджи стали руководителями вашей параши. Эта сцена как была безбожно уебищной, так, в принципе, ей и остается, как и почти все в МГС 5. Но самое главное, вот что это? Только что нам негр показал Forgive me what I'm about to do. Ну да, вот и теперь нам показывают, наверное, этого солдата, который не улетел со Снейком. Нам не показывают его лицо, потому что нас хоронят? Окей. Норм сцены, не в каждой игре такие клоузапы падающих со стола тарелок. У негра реально лицо, как будто у него тарелки со стола все попадали.
окей, типа ты спас Биг Босса, а он от тебя улетел. Лицо, кстати, вот настолько очевидно созданное в редакторе. Да ладно. Да, я тоже не могу понять, что происходит и зачем. Ну, то есть, окей, они его хоронят, но... Но почему он ключ к чему-то? Зачем нам... Ну, то есть, понятно, что это один из солдат Биг Босса был, но зачем нам все это показывали и так медленно, ну... This is practically an obsession with you. Soon, you'll have faith in this one, too. This soldier is the traveler we've been waiting for. The one who will bear the punishment for our having strayed from the path of righteousness. Уже больно читать. You do like your poetic turns of phrase, don't you? But I'm not in the mood for them. I'll get straight to the point. I read the report. This one's infected. Yes. Which is what put the subject in suspended animation. But it won't be long before that ends. And then a threat to mankind becomes reality. That won't be the case. Why not? I told you. This soldier is a traveler. Блять. A traveler who is going to enter the gates of Путник, hell. который откроет для нас ворота ада. After how long it's been since we've heard from the core? With the energy we have left, we don't even know if anyone we send would make it through. And you want to risk the fate of the section on this? An infected? That is why this one is the perfect candidate. This soldier cannot live in our world anymore. To put it another way, no one is more qualified to carry out a mission on the other side. Это писали люди, которые пишут Ранобе. Ну, Кодзима-то тоже занимался Love Plus. Все сходится. It's just an arm. That arm was lost 6 months ago when it was severed. What? And yet, it regenerated. A result of the infection stimulating tissue growth. Nothing we haven't seen before. Except this time, we're talking about human tissue. Evidence of remarkable adaptation against the infection. With the dead running rampant. Не, я наврал, не Love Plus. Такимеки Memorial. Для меня все эти лав-игры, они слишком одинаковые, но если вы поищете, да, Такимеки Memorial он делал в 90-х. Он продюсером был как минимум или что-то в этом роде. О боже мой, Элдридж, 43-й год, ой, понятно. Ладно, короче, они, значит, отправляют зараженного человека в будущее. Что дальше? Those who have descended to hell are able to see further than others, Gruen. Another one of your prophecies. Enough of that nonsense. My proposal will bring glory to the section and to you. You intend to use this one as a test subject in the future, don't you? But any result of those efforts would be trivial. If this mission succeeds, the rewards will be immeasurable. Think of the research and how it's stagnated. Better yet, this could lead directly to the power that unites the world. I'll get the section on board. After all, you acting on your own authority would be unforgivable. I'll give you instructions in due course. Until then, do not take matters into your own hands. Don't take matters into my own hands, huh? How blissfully unaware they are. The future is in my hands.
Окей, какой-то чувак ослушался и отправил зараженного чувака в будущее. Зараженный умеет регенерировать. Возможно, в конце он станет зомби, но перед этим он спасет мир какой-нибудь. Не играл в МГС. Не, слушайте, и МГС 5 ничего не дает понимания. Вообще никак. Я прям вот абсолютно уверен, что ничто в МГС 5 не позволит понять эту ахинею лучше. Ты прошел через ворота ада. Теперь ты стоишь в дите. Давай быстро бросай на одежду, а также сомнения и страх. Твоя Беатрича живет вон там. Беги быстрей, пока до нее не добрался сын маминой подруги. О, господи, Equipment Procurement OSP. Ну, конечно, Good Luck отличное имя. Это примерно как Strange Love, да? Угу. Hot Coldman. Все в духе Кодзимы. Ладно, значит, наш этот мистер Гудлак это тот, кто без авторизации отправил нашего бородача в будущее. И он, наверное, его мониторит из прошлого каким-то образом. Поскольку он сказал through the wormhole, значит, что он по другую сторону, значит, что он все видит. Окей. Сейчас он превратится в зомби и сожрет его. Поскольку этот Сайлент протагонист, он не может ответить, что я твою жизнь спас, мудила. Хотя бы спиной не повернулся. Ты не из прошлого? Ну ладно. Я надеюсь, просмотр этого стрима нам даст ответы. Мне нравится ассортимент вопросов в чате. Кто попаданец и какая у него миссия? Ответ. Попаданец — это персонаж, которого ты создаешь сам. Какая у него миссия, он сам не понимает. Он раньше появлялся во вселенной? Нет, это просто генериковый солдат, которого ты создал в начале этой игры. Тогда у тебя девушка есть. Well, that was unexpected. Ну да.
с его оружием случилось? That luck of yours rubs off on me. I just had to shoot my brothers. Ну что, это какой-то важный персонаж для этой истории? I'm not gonna die here, that's for sure. Окей. Если бы это была МГС-5, нам бы сейчас подписали его имя. О нет, они переходят на кодек, когда они стоят друг напротив друга. Перс Криспина Фримена? Это какой-то известный человек? А, Джонни Сасаки. Ну ладно. Пускай Сасаки. The monsters you encountered are called Wanderers. I'll spare you the details, but they were once human like you and I, until they were infected by some unknown life form, which turned them into what you saw. And you were in a world destroyed by Wanderers. Welcome to D-Day. It exists in a dimension separate from your own. Честно говоря, голос Гудлака мне не кажется черным, ну, то есть недостаточно черный голос, да. This is no joke. Whether you believe me or not, look around you. Clearly you realize the predicament you're in. Ну, может быть, это мне так, может быть, это искажение такое впечатление создает. I want to give you an opportunity. Work with us. Do that, and I'll make sure you have. Чем мне понравилась Данганронпа, у меня в блоге написано очень подробно, у меня несколько постов про Данганронпу, почитайте. When this is over, I'm gonna send you to hell myself. I like that answer. Now, as before, head through those ruins to base camp. How you go about that is up to you and the captain. Captain? You mean this clown? You have an objection? We're the ones who went there to complete a mission in the first place. I didn't think you would have a problem taking orders from someone else. All right, whatever. Вампа черно озвучивал. Like good luck said, we need to head to this base camp. We have to make sure we don't bring Да any он же resistance with us. трансбелый, получается. Luckily, I have some C4 an engineer in my unit was carrying. More than enough to bring this place down. I'll go plant the C4. Meanwhile, you get on out of here and secure our escape. Да, слушайте, вот я что-то я не осознал, но действительно звуковые эффекты появляющегося текста, которые обычно заменяли голос и подстраивались под нужный тембр персонажа, и одновременно озвучка. Блин, я такого говна не видел вообще нигде, действительно. Скрафтил оружие. Охренел, Каламара в криминальном чтиве обнаружил? А кто он там? Там разве были негры, кроме того, которому башку снесли? Потрясающие зомби, у которых просто в голову встроена мигалка. Да чтобы им всем дорогу уступали. А он и есть тот негр, которому башку снесли? Ну все ясно. Я же говорю, других нет.
Угу, окей, руины Мазер-базе. Английский создано автоматически в субтитрах. Музыка. Блядь, офигенно. Я, честно говоря, просто хотел скорость побольше сделать, потому что смотреть на то, как он смотрит на Mother Base и на этот title screen, что-то, ну, совершенно, это очень уныло. Да, это опять нам показывают, как он остался один на взрывающейся базе. Снейк улетела, базу засосала в Пукандерой. Блять, вот Снейк улетает, и у него за спиной творится вот такая вот ебатня. Он даже назад не смотрит, потому что у него там Снейк. Серьезно, блять, Снейк даже не отвернется. Блять, сзади Снейка происходит Aurora Borealis. In this time of year, in this time of day, localized entirely within your mother base. А он даже не оглянется. May I see it? No. Ну, то есть, это смотреть даже на одиночной скорости я не хочу, потому что, ну, это безумно скучно. Понятно, ну сосет их всех, ну, хорошо, но... What about it? Коробка! Короче, Снейк выпрыгнул на самом деле из вертолета, сел в коробку и сам автонаведением вмазал в его... Слушайте, это сцена из начала FF10. Это абсолютно сцена из начала FF10, где точно так же в Пукан-де-Рой всасывает и ляпя. Но мне особенно нравится также, что весь смысл этой телепортации... Так, ладно. Был в том, чтобы двух мудаков засосать. После этого дыра сразу растворилась. Yeah, I'm sure you have plenty of questions, but I haven't got time to answer them. Just listen to me. Take a look at this photo. 1968, South Vietnam. It was taken in a town in the north by a journalist accompanying American forces. He took it right before he was killed. Killed by the thing in this photo. And that thing used to be human. Вьетнамские зомби. Don't believe me? In the section, we have a name for humans that have turned into these monsters. We call them wanderers. Конечно. They get infected by this life form we've yet to fully understand. Зомби с мигалками в ебле заслуживают того, чтобы назвать их бродягами. They attack anyone they see indiscriminately. Слушайте, Вьетнам... Even when you destroy a wanderer, the life form that attacks indiscriminately. Слушайте, это лестница Якова, абсолютно то же самое мы смотрели буквально вот пару недель назад. Fortunately for us, back then they appeared in a part of Vietnam where American forces were fighting. That meant we were able to send in a team, in amongst our boys, to wipe them out fast. We got every last one of them. We made the operation look like one of the massacres that occurred throughout the country. Of course, there's a reason this section was able to detect their presence. We've known about this life form for decades now, and about the world it comes from. While it looks a lot like ours, it's populated by wanderers. It's like a We at Wardenclyffe section first observed a wormhole to this other world about 30 years ago. We've studied them ever since. The reason being, we can extract energy from wanderers. We call it Kuban energy. Кубань! We're talking about a massive energy source.
one that could very Сосать well shift the balance энергию of power из in the зомбей — это Кубань. world. As you know, 6 months ago, an enormous wormhole appeared over Mother Base when XOF attacked you. That event enabled us to obtain the coordinates of their world. So for the first time since our research began, we sent out a manned expedition team, the Charon Corps. But we lost all contact with the Corps a while back. Our assumption is they're all dead. You'll have 2 mission objectives. First, recover the research data the Charon Corps left behind and gather Kuban energy. Second, rescue any Corps survivors you come across. I'm aware that ideally we'd be sending a team that's fully equipped for this kind of mission. But there's no time for that. Not with the hounds of hell after us. Plus, with the energy we have at the moment, the wormhole will only be able to Псы transport ада one person. преследуют нас, поэтому ты отправляешься в червоточину, чтобы добирать кубанскую You're already энергию. infected with that life form I was telling you about. And if you don't want to turn into one of those things, you better do what I tell you. The Charon Corps' research data should include information on a way to prevent a person from turning into a wanderer. Looks like the digger's ready. When you arrive on the other side, start by heading for the base camp that the Corps used. I'll be issuing all instructions by radio. Guess I'll see you in hell. Good luck, Captain. Oh boy, here we go. То есть вместо руки протеза у него офигенная зараженная рука, да? Наверное, как у Краузера. Looks like you lost them. That's base camp you can see from there. Make your way to his location. В параллельном мире работает радио, но он посылает через wormhole. Он через дыру сигнал посылает. Классно, пафосно друг другу кивнули, и тут же этот падает. Ох. Так. Объяснения кончились, давайте мотать. Бочечка! А в ней доктор Стрэнджлав. Бля, вот это было бы классно. Она бочечка такая. Люди обнаружены, взлетает и разъебывается об землю. Вот это был бы поворот. Standalone operational support program, Virgil AT9, reboot complete. It has been 34 days, 9 hours, 12 minutes. Ну, в принципе, здесь здешние референсы к божественной комедии, они настолько же толстые и уебищные, как Моби Дик в МГС-5. Опять же, все в духе Кодзимы пока что. Line of communications with section authenticated. Personal data acquired. Welcome aboard Karen's boat, Captain. Why don't I begin by introducing myself? I am standalone operational support program, Virgil. Я Вергилий, охотник за демонами. Fuck you. She was originally the Charon Corps support AI. They were scheduled to rendezvous there. Internal database voice print match. It's been a long time, good luck. It sure has, Virgil. Sorry to spring this on you so soon, but I'd like to give you a new mission. You can find the details in the captain's file. Well, this was unexpected. The wormhole's closing as I speak. Probably have to plan to thanks for this. Virgil, you take over at the captain's mission support. I'm counting on you. Good luck's gotta go dark. Hope we'll be all right. Рив только что нахуй гудлака сразу. Ладно, блять, это же Metal Gear. Information from the device you connected. Our support systems are already up and running.
According to this information, the Karen Corps has already ceased its activities. The captain's mission is to recover the Corps' data and gather Kuban energy. The mission also includes exploring Dite and rescuing any survivors. Is this correct? So, the two of you are talking to each other. What's the deal with that? There's some reason there are two of you? That reason is unknown. Originally, when I was participating in the Karen Corps' operations, he didn't exist. What I deduce from this is he is a personality created out of necessity amid the unforeseen situation that forced me to enter emergency sleep mode. Подождите, я сейчас просто высаживаюсь. То есть они находят аишник. И этот аишник в процессе начинает говорить двумя голосами и объясняет, что он сам создал себе альтернативную личность из необходимости, потому что он, значит, вошел в режим сна. Ёб твою мать, это Кодзима настолько, что... What might that unforeseen situation be? Unknown. When it occurred, all data I acquired while supporting the Corps Конечно was же, lost. амнезия, да. What exactly do you know? We're AIs designed to offer special operations support. I imagine we'll be able to provide you and the captain with valuable information for your mission. Alright, so why don't you start being useful? I don't know the first thing about this place, or the monsters here. Tell us everything you know. This world is located on the other end of a wormhole, or a distortion in space-time. For convenience, we call this world Dite. We've learned in the course of our Кто-нибудь может investigation погуглить, that что today's такое environment is Дите? very similar И to that of Earth. это относится тоже к божественной комедии, я бы предположил. Но я просто впервые слышу слово, мне оно больше напоминает Дине, как назывался индеец в МГС-5. Made up of micro-sized particles of unknown composition. It covers the greater part of Dite. It is extremely toxic to humans, and without some form of countermeasure, a person cannot operate within it unimpeded. How do we get back to our world? There is a way, though this is not currently possible. Why not? To return home, we need to activate a device called the Digger, which is capable of generating large wormholes. However, we lack the data to do this. The Karen Corps intended to use the Digger to return home, so it's highly likely that the data you will recover will describe how to activate it. Looks like my only way out of here is to help you with this mission. Let's split up to look. Just need to find this Corps' data. При этом Рив, я так понимаю, он даже не представился, что он там делает. Если хороновцы все умерли, и он об этом ничего не знает, то кто он сам такой? I detect in you localized hyperthermia, most likely caused by severe inflammation. I do not recommend staying on your feet for too long. Рив заражен. Read me like a book, huh? Well, I think we have a plan. Let's get started right away. It's going to be a long road, but remember, Captain, a journey of 1,000 miles wasn't built in a day. I think the expression is either a journey of 1,000 miles begins with a single step, or Rome wasn't built in a day, isn't it? Is that so? Sorry, Captain. Looks like the accident did a number on her bits and bytes. Окей, сумасшедший аишник. Непонятный Рив. Безликий унылый капитан. Как не уснуть? Только на полуторной скорости. Не помню ни одного другого такого стрима, где я вообще ничего не понимал. Ну... Ну, короче, негр Гудлак отправил нашего чувака в другой мир, потому что наш чувак уже зараженный, а в этом мире бегают сплошные зараженные. Вот, собственно, и все. А еще из этих зараженных добывают Кубань. Ему надо ходить на экспедиции, чтобы собрать информацию, которую до этого собрал отправленный сюда отряд Харон. А город Дит, 7-й круг ада. Ну все, спасибо. Сплошной Данте. Continue your searches. We must find out what happened to the core. Captain, there is something I have to tell you. Memory data successfully restored. New equipment can be developed. Craft the wormhole collector.
This is needed to carry out the remainder of your mission. Блять, сколько мы уже смотрим-то? А, ну нормально. На полуторной скорости как-то чуть полегче. Теперь ты можешь нырнуть еблом в пыль. Captain, there is one item to report regarding the latest recovery. Hang on a minute, you mind? There's something I've been thinking about. The body of that Charon Corps member, the one you got the damaged air tank from. He'd been shot. Needless to say, we haven't seen any wanderers with guns. Meaning, he had to have been killed by a person, right? What's that all about? That is unclear. All we can say is that if people are killing each other here, that is an People illogical are thing killing to do. each other here. My point is, these incidents don't make sense. If my theory is correct, forget it. Sorry for butting in. Continue with what you were going to say. Getting back to the report, Captain. The data you recovered revealed the location of a wormhole transporter. Wormhole transporters are devices utilizing wormhole technology, which enable instant transportation between two distant То points. есть Кодзима воспитал этих Бастарда и Каннингапа, которые пишут такую хуету. Я напоминаю, что в Кодзима Productions сидит человек, который в одиночку написал абсолютно весь Metal Gear Rising, включая кодеки. А кодеки в Райзинге лучшие кодеки вообще, наверное, во всех Metal Gear. И не только Кодзима не позвал этого человека писать все последующие игры МГСовские, но и Бастард и Каннинг тоже не позвали его писать новые игры. То есть Konami убивает свои таланты просто... Ой, блядь. Кассеты, нет. Какой ужас. A name borrowed from a city in hell that appeared in Dante's The Divine Comedy. Personally, I don't believe in hell. But if it did exist, I imagine it looked a lot like this. I'm Chloe Dubois, a researcher assigned to Wardenclyffe Section, and member of the Charon Corps, which was formed to investigate this world. Лучшие кодеки в МГС-3. Ну, знаете, я не буду спорить. В МГС-3 хорошо. Ну вот я помню, что я читал обзоры, что, то есть, ну, такие отзывы, типа, что везде ебаные заборы, зомби не умеют в заборы, и ты просто палкой через заборы тычешь зомби в башку просто все время, и в этом заключается половина геймплея. Остальная половина — ты бегаешь и собираешь хуйню. With the transporter reactivated, you can now move more quickly and safely. Should you discover other transporters during your searches, I recommend reactivating them as well. Teleportation of matter. Who would have thought this kind of technology exists? But now that I've seen this, I know I'm right. Right about what? How a group like the Charon Corps, who with this advance got wiped out. It wasn't wanderers, it was people. But whether it was some kind of internal conflict or an outside force, I don't know. Guns don't kill people. That is illogical. People As we discussed kill before, people. in an environment such as DTA's, there can be no advantage to humans working Zombies against one don't kill people, да, сейчас. After all, you and the captain were technically members of opposing forces. Yet here you are working together. Мы уже почти любые референсы в поп-культуре стали моветонами. Мне кажется, совсем без референсов в любом случае, ну, ничего невозможно и не бывает. Но мне кажется, фишка в том, что если у тебя референс... Ой, ладно, что-то происходит. Ну и... Ебать, это вертолет! Да, о чем я? Про отсылки. Мне кажется, что отсылки в любом случае делают все и везде и всегда.
Your proposal is extremely illogical. Но они просто не должны быть, мне кажется, просто целью всего. The chances of survival currently stand at approximately 11.2%. This will decrease То by есть 3% every hour. The sooner we check for здесь, survivors, например, the как отсылки к божественной комедии, они просто... But securing personnel will be essential to completing the mission. Толще некуда. You're the captain. It's your call. I have updated the situation report. It's not that you don't raise a valid point, Mr. Reeve, but this is part of the mission. You should go and investigate the crash site. Life form detected at helicopter crash site. Они сказали, что ГГ из Риф и Риф из разных лагерей. Откуда Риф? Они этого не сказали. Я до сих пор не знаю, откуда вообще Риф взялся. Про героя понятно. Ну, послал его good luck. Окей. Что? Что? Откуда там скорая помощь? То есть вертолет упал ровно в то место, где уже стояла скорая помощь? Как сюда добрался XOF? Засосало, наверное. Thank you. That helped. What's your name? Miranda. Oh. Yeah. I remember. It was just like any other night. I was out on a call with the doctor when we lost contact with the hospital. We drove back as fast as we could, but the hospital was on fire. And if that wasn't hard enough to believe, a moment later, there was a light in the sky. It sucked our ambulance into it with us in it. Somehow, we survived, but then the doctor started acting strangely. Saying it out loud, it all sounds so ridiculous. Like any of that actually happened, right? No, what you experienced actually happened. I saw the same thing in the sky. And I was here, just like you. Where is here? They call it Dite. To put it simply, it's a world in another dimension. A world destroyed by some unknown parasite. Wait, unknown parasite? So when the doctor looked different and attacked me after we got here... Yeah. We call humans that get infected by it wanderers. And there's no cure? Apparently not. Once you end up like that, you're just a living corpse. Only thing you can do for him is kill him. That goes for your friends too. Это тот самый госпиталь из вступления. Подождите, но вступление это... Вступление происходит же через 8 лет после того, как базу Снейка засосало. Perhaps if we try to communicate with them with a little persistence, we can get through to them. Look, your ridiculous theories are an insult to every one of them we've had to put down. I'm trying to take some moral high ground with the Jack Squad for you here. If you want to stay alive, keep quiet and do what we tell you. Without morals, we're no different from them. Блять. Take off your shirt. You're injured, aren't you? Your breathing is off. You might have a fractured rib. I should take a look at you. What are you waiting for? If you want to stay alive, keep quiet and do what I tell you. Your life has dropped. Your life has dropped. Лучшая реплика, лучшая. You're likely to encounter wanderers. Proceed with caution. Нахуя кодек? Ну как и в любом МГСе, кодек нужен просто для того, чтобы катсцены не делать. Be very careful. It's bound to be dangerous. There is a match in my database for that individual. His name was Ernest B. Aspinwall. The psychiatric evaluation he underwent when joining the Corps describes him as mild-mannered and rational,
prefers to avoid conversations with others. Он реально садится на трупы зомби и сосет из них Кубань. Ладно, как в этой игре хоть что-то начнет происходить? Пожалуйста. Objective complete. Please return at once. The memory board you recovered contained data on that massive creature you encountered. The Karen Corps called it the Lord of Dust. Повелитель King of monsters. пыли. According Король to their records, several of their чудовищ. members were killed in its attacks. But it's not all bad news. Other data in this memory board has enabled us to restore our large cargo recovery ability. We can now secure the wormhole digger. The digger will enable us to generate a large wormhole, allowing us to contact Good Luck and... Wait, why are we bothering with that? If we can open a wormhole, can't we just go home? You could, but the captain's mission isn't That settles it. Let's go get this digger. The wormhole digger is located at... Reeve, when we go back, you'll let the injured and the civilians go first, right? You really need to ask me that? First, we gotta secure this thing. Virgil, where's it at? Virgil? Oh, don't tell me. You're annoyed because you keep getting interrupted? Are you? Что ты I am несешь? not easily annoyed. We've marked the location of the digger on the map. Take a look. Using the data Кто you придумал secured, все эти I was названия? able to Ну, upgrade the Харон capabilities Кор of the пока не wormhole умерли, я collector. думаю. From now on, you'll be able to extract crystallized containers. You can also secure greater amounts of materials than before. These capabilities will no doubt prove useful to completing your mission. I've confirmed that all of the digger's functions are operating normally. We can now generate a wormhole home. Finally, we can kiss this dump goodbye. You know, Reeve, you really think we should just leave like this? What do you mean? We can't be the only ones who've ended up here. We can go home anytime now, right? So why don't we help the captain save as many people as we can first? Look, I'm not some kind of charity worker here. I'll help out as long as there's a common mission. But once that's over, me and the captain are done. Tell me you understand that. How can you be so... The captain and I are more than capable of rescuing castaways ourselves. Please, feel free to return home if that's what you want. Нет, я в это играть бы не стал. И если бы я мог все, во что я играю, ускорить в 1,5 раза, я бы это делал, наверное, в каждой игре бы. Yeah! It's a raining man! You just focus on defending base camp until the wormhole has stabilized. Да, это же генераторы дыр. Буквально. Мы просто прошли целый круг. Кодзима гений. Во всех остальных играх есть дыры и генераторы, но только в этой есть генераторы дыр. Wormhole digger has stopped. Failed to generate wormhole. Why'd it stop? Analysis reveals that there was insufficient energy to generate a wormhole. After recalculations following this failure, it has become clear that the energy from Kuban energy is not enough. Energy To from generate a wormhole energy hole, is we must not obtain a enough. higher purity crystallized energy, iris energy. It appears as though the information on the wormhole digger stored in my internal database was tampered with. Tampered with? Who would do something like that?
My bet would be on good luck. Who are you? О, новый персонаж. My name is Joseph Gruen. I'm in charge of the DT research program. Понятно. I'm communicating with you through the small wormhole you managed to open, though it probably won't stay open for long. There is a discrepancy in your explanation. According to records, the project is led by none other than Good Luck, not you. He's been relieved of duty. His repeated violation of orders and unilateral decisions, the upper echelon can no longer turn a blind eye. He is a brilliant man, and my friend. I have supported him to the best of my ability, but even I could not protect him in light of his sending an outsider to DT. Such reckless behavior. Reckless. So the captain's mission... All Good Luck's doing. Our organization never sanctioned it. I imagine Good Luck wanted to use you to recover the Corps' data so that he could secure the technology for himself. But his plan failed. As of now, my job is to bring you back safe and sound. Just a moment. The captain's mission file mentions securing data critical to the captain. I think the captain should stay behind until this objective is completed. Critical data. Oh, the arm, I suppose. You needn't worry, Captain. Just another one of Good Luck's lies in his attempt to use you. You have the section's medical technology to thank for your recovery. The arm? Ah, yes, a personal matter. In any case, this was all a fantasy, driven by one man's selfish desires. I am truly sorry for what you've had to go through, Captain. What about the remainder of the mission? Explore DT and rescue any survivors of the Charon Core. Well, you are already there. There can be no doubt that the data the Corps acquired would be of great use to mankind. The section had been open to recover it. If you could continue with that part of the mission, however much you can do, it would be sincerely appreciated. Of course, I'm not trying to force you. Let's do it, Captain. We should save as many people as we can. Well, it looks like we're going to get cut off soon. I will do everything I can to ensure you make it home. I'm sending all data I have on the Corps over this line. We received it just before the Corps went silent. It's heavily corrupted. We can only make out bits and pieces, but if you go through it carefully, you may find information on singularities. That's where you can obtain iris energy. Take a look if you hit that in. I'm praying for your success. Палки в аномалии придется кидать. Your new top mission priority is to return home from DT. I've marked the map with the location of the singularity we already know about. Make your way there. Wormhole digger has been placed. That about does it. Wormhole digger is running. Enemies detected. Protect the digger. Чат интереснее читать, чем следить за этой игрой. Абсолютно так, да. Плюс 1200 куб. Блин, я не могу. Игра про убийство зомби, где основная валюта это кубань. Чудесно просто. Че у них у всех левелажи, блин. Прям все худшее, что есть в играх. Gear Survive собрал в себе. Digging has finished. You've completed your objective there. Return to base camp. Measuring energy obtained. Energy level is at 60%. This is insufficient to generate a wormhole home. Damn it. You must be patient. After all, better to be safe than sound. I think you're mixing your proverbs together? We're analyzing the data we got from Mr. Gruen. It will take some time. We don't detect any other memory boards at the moment. Why don't you continue with the mission, as well as search for survivors as Miranda suggested? Как не уснуть-то? Captain, supply yourself with oxygen by using Kuban energy. Кислород тоже в Кубани растет. Понятно, ясно. Почему паразиты нападают на диггер? Но они типа на энергию реагируют, об этом говорилось там в начале, что ты что-то... Ты завел генератор, у них всех шишка во лбу встала. Медсестру засосала в пуканды рой, как и всех их. Ну, смотрите, это Tower Defense.
Как дожить до конца этого стрима, я не знаю. Survivor detected. It's It's a child. a child! According to the Corps' Code of Ethics and Conduct, deserting an unaccompanied minor supersedes all other considerations. Captain, lead Miranda to Reeve and rescue the target immediately. Ну, смотрите, мы посмотрели час 15, длится оно 3:15. На полуторной скорости 1,5 часа еще. Kid. Looks like I was off the mark this time. Gotta hand it to you, Miranda. You were right. О боже мой, это же не глютенок с новой Mother Next Base. time I won't come looking for you. You don't have to tell me that. But, well, thanks for saving me. Man. Давайте за жизнь перетирать, чтобы выжить. Metal Gear Survive. We're punished for the sins we commit. But them, sometimes fate deals them a bad hand, and they're forced to live with that. Не, но мне нужно следить за сюжетом на самом деле. Grows up reading comics and eating pizza. While another, he's born in the middle of a civil О, war. ну смотрите, вот, пожалуйста. What's the difference between them? Between them and this kid? Философия о детях на войне. Future dies, if just a little with him. Whoever this kid is, there's nothing he could have done to justify getting sent to this hellhole. Reeve. Look, our little patient's awake. Hi, are you okay? Am I dead? Is this heaven? Wrong on both counts, I'm afraid. You're still alive. This ain't close to heaven. Yeah, I can believe that. Wouldn't expect monsters in heaven. What's your name? Chris. Yeah? Chris! So, how'd you end up in a place like this? You don't want to answer? That's fine. Just remember this. This is not a dream. This is reality. And this place is crawling with those things. And if you don't want to see what heaven's really like, you're just gonna have to work with us. Got that? My wheelchair. What was that? Он еще и инвалид. You use a wheelchair? All the more reason for us to work together, right? Okay. All right then. Welcome to DT, Chris. There is something to report. While analyzing the data from Gruen, I came across information on another memory board. Что скажешь про ситуацию вокруг Super Seducer? Ну, я считаю, что Sony, в принципе, нужно иметь какие-то правила более-менее очерченные, чтобы ни у кого вопросов вообще не возникало. А так, ну, они просто распиарили свою мудацкую недоигру. Молодцы. While you're out there, if you see anything that looks like it could be used to make a wheelchair, bring it back, will you? It's for Chris. He'll be stuck in bed all the time if he doesn't get a wheelchair. Thanks. Oh, and don't mention this to anyone. Especially Miranda. Классно. Мальчик, которому нужно кресло, говорит: мне пиздец без кресла. Риф такой: найди материалы ему для кресла, но никому не говори. Особенно медсестре, которая помогает этому мальчику. Открыл для себя попкорн в микроволновке? Вау, ну я не знаю, я уже, я не знаю, с 2005-го постоянно, регулярно употребляю такую клевую штуку. Правда, в последнее время что-то они мне перестали нравиться. Испортились, может быть, не знаю. Нехуй было на Chrono Cross бомбить, посмотреть, что такое, когда игра действительно игра не очень. Ну, всегда может быть хуже. Вы же понимаете, что Metal Gear Survive это не худшая игра в мире. Chrono Cross тоже не худшая игра в мире, но это плохая игра. Вот и Metal Gear Survive тоже плохая игра. Captain, pardon the interruption, but we have an update for you. The data you recovered contained records of the Karen Core, but there was no information related to singularities. It looks as though we may have to rely on Mr. Gruen's data after all. We're still going through it, but we'll let you know when we're done. Микроволновки почти никогда не было, пишет человек с макбуком. Вот люди живут.
Your proposal to craft a wheelchair was a good one. What? You were the one who came up with the idea? Damn it, Virgil, I told you to keep your mouth shut. Oh well. I do have another suggestion, though. We don't know how long it'll take to finish analyzing what we got from QIWI. В бричной харде пока не осилил, я пока еще анлокаю все сквады. Good idea. We'll get home sooner with the right people working in the right places. Второй сквад, мой самый нелюбимый, я даже игру за него пройти не могу, потому что капец. Это тот, который про туман. То есть сквад, который полагается на туман, но не может сам действовать из тумана, это просто какой-то ужас, это фарс. Это капец. Невозможно ничего сделать. Дамага нету, сами ничего не могут, сами себе все блокируют. If Chris can do this, you'll be able to set multiple navigation points at once. This would certainly be just what an exploration team would need. That'd be awesome, but how'd you get so good with computers, Chris? Well, programming gave me a world to explore, if you know what I mean. Yeah. Это же малыш-негр-программист! And now, thanks to you, our exploration team will be equipped for the job. All right then. We're going to need a facility for the exploration team's activities. I leave that to you, Captain. It's going to take a little longer to finish going through QIWI's data. In the meantime, just a moment. I've intercepted a new radio transmission. Have a listen. Anyone respond? Need some help here? Got these monsters on my ass! Sounds like another castaway. Go and rescue him. Situation report updated. Check your iDroid for details. Блин, даже у этого чувака iDroid. Чувак из 75-го года вообще. Негр-программист, да, в 70-х, 80-х это тоже что-то, я не знаю, мне кажется, даже Кодзима так не умел. Вот уж воистину ученик превзошел мастера. Что у нас худшие игры в мире? И Тиби, Григс, Right to Hell, FF14. Нет, FF14 2010, мне кажется, Ну, то есть, я скажу так, FF14 перерожденная, по крайней мере, продолжает сеттинг лор из той предыдущей, отчасти персонажей. И это значит, что, по крайней мере, там мир был проработанный, интересный, и это не пришлось все выбрасывать в помойку. А вот Third Birthday, Clock Tower 2 и прочие, это игры, в которых, ну, вообще no redeeming qualities, ничего вообще хорошего и так далее. Я не очень понимаю, откуда людей сюда засасывает, но все-таки герой точно из 75-го получается же, нет? Медсестра, возможно, 84-й. Но черт возьми, да, это абсолютный Афганистан. Я прям вот смотрю на это и различий нет. Ну и я, естественно, также смотрю на местное население, и я понимаю, что вот же Дурка-Дуркистан примерно так и выглядит в плане населения тоже. Так, что там у нас в чате-то? Чат усиливается? Гнев из ДМК-3. А, ну этого я не знаю. Уж. Еще один негр? Офигеть, диверсити тут. Holy crap, that was a close one. Almost got eaten alive by those things. Seriously, thank you. I know you're not real, but I'll never forget you guys. I know you're not real. No, we're not real? Because this is a dream, right? I get sucked into a light in the sky, it drops this godforsaken place, chased by monsters, I'm rescued, and this cutie in a nurse's uniform comes out to talk to me. I mean, what else could this be? I can assure you, you're 100% awake, right? Wow, now this talking machine? Are you kidding me? This is the craziest dream ever. I get it. This is all hard to believe, but it's not a dream. This place is full of those things, and we're trying to get back home. But you have got to wake up and start taking this seriously. You need to realize this is real, and it's a matter of life and death here. Huh. Oh, yeah? Well, dream or not, your boy Nicholas is here to help. If a member of the public's in trouble, they can always count on me. Is he alright? Captain, with Nicholas and everyone else who's joined us, I think we should add some new teams.
Команды, ладно, давайте почитаем чат лучше вместо этого. Про FF14 1.0, да, только из всяких записей. Ну вот Remnants of Realm, хорошая серия на ютубе, она очень много чего рассказывает. Еще энтузиасты поднялись с сервера FF14 1.0, но на них ничего нельзя делать, я такое, там только погулять можно, на локации посмотреть. Guess it might surprise you, but I know my way around the kitchen. In fact, had I not become a cop, I probably would have been a chef. I don't know what kind of ingredients we'll find here, but I'll do my best with what we have. Prepare to be amazed. Captain, sorry to have kept you waiting so long. I finished analyzing the data we received from QIWI. The data that was usable contains a great deal of helpful information, including the location of singularities. As they say, good things come to those who wait for the other shoe to drop. Now, let's proceed with the dig. That's good things come to those who wait, or wait for the other shoe to drop. And the latter doesn't even apply in this. Let's proceed with the dig. I've marked the map with the location of the newly Как там было в Великом Драконе? Одного пистолетом, а другого негром. Что-то типа того. Я все время забываю точную цитату про «используйте негра». Но кажется, эта игра действительно воплотила мечты из Великого Дракона в жизнь. Блять, медицинский спрей, лопата и тумбочка. А, это мина. Окей. Сюда засосала мамка базу, все бегают с копьями. Но... Потому что против лома нет приема. Мне больше другое нравится, что все эти зомбаки, они или полуголые, вот в смысле голые по пояс, или они в жилетках с голым пузом все равно бегают. Что это было за место такое? То есть, почему все эти зомби вот такие? То есть, почему они все мужчины, и почему они все не могут одеться, блядь? Да, энтузиасты подняли сервера Demon's Souls, я проверял оба сервера, причем мультиплеер работает совершенно нормально, никаких проблем нет, так что да, можно PvP-шиться. Но там нету левел-синка, поэтому мой 20-й левел там сгрызли просто в 2 удара. Все это очень похоже на плохую Resident Evil 5. Мне кажется, совершенно не похоже. Вообще ни в чем. В Resident 5 были разнообразные локации. Были враги, которые были похожи на людей. Ну, и там не было Tower Defense, не было телепортов, не было вот всего вот этого. Не вижу параллелей. Подключение замены DNS, да. Ладно, они решили повторно включить генератор дыры. Ура, окей. Ну, это почти половина, почти половина. До этого негров мало поубивали. Everyone, generating the wormhole home will be quite dangerous. Please stay focused until the operation is complete. Облет камеры? Ну, наверное, чтобы показать, что вот эту базу тебе придется сейчас дефать. В этом даже какой-то смысл все-таки был. Well, this is it, the home stretch. Ну, давай. This isn't over yet. Keep Chris safe. I know. You take care of yourself too. Everyone, are you ready to defend it? In that case, I'll start the digger. Почему Крис и Николас не говорили между собой? А, это как Bechdel-тест, да? Только в отношении черных? Сейчас же будет Lord of Dust. Ну, вообще логично, да, что сейчас придут уже не пехота, а какой-нибудь гигантский You have roused the old one.
Энергия. Ну, типа, вот весь последний час он бегал, собирал особую энергию и, наверное, собрал ее. Мне вот это интересно. Они стреляют этой хуйней в небо. Как они планируют достигать этого вормхола? Или подразумевается, что он их тоже засосет? To attack. But we've been preparing for this. You needn't second guess yourselves. You just focus on defending base camp until the wormhole has stabilized. Опять it's raining, man. Да вообще, вот это реально это вот... Шипастые заборы, за которыми ты сидишь и просто палкой бьешь по всем. Chivalry Medieval Warfare. То есть у них супер офигенный негр-программист, у них есть аишник с раздвоенной личностью, но самым эффективным средством защиты до сих пор являются просто рогатые заборы и палка. Оценки у этой игры, кстати, не донные. У нее, по-моему, что-то в районе 60-70, но не ниже. Listen to me carefully. At this rate, the wormhole is going to fail again. You must increase the digger's output immediately. I cannot comprehend that order. If we increase the output any further, it will only attract more wanderers. Calculations show that the current output is already sufficient to generate the wormhole. And what if those calculations are wrong? We've been looking into things here. We've discovered that unbeknownst to us, good luck installed a black box in Virgil. It's possible that this black box is influencing Virgil's thinking as we speak. Oh. Now that you mention it, I just come across a data area with some crazy encryption. It's been there since she first became operational. Good luck has already prevented you from getting home once with his data tampering. Remember what happened. The same thing will happen again. I would ask for good luck to explain himself. I'm sure he can clear up this misunderstanding. Сюжет сгущается. Good luck is dead. He committed suicide. I made my way there as soon as I heard, but his body was already cold. It wasn't just this unauthorized mission or his tampering with Virgil. We suspected him of numerous betrayals against our organization. Откуда сделать большой вормхол вначале, не объяснено. Am I clear? Do not listen to the AI. If you want to make it home, increase the digger's output to its maximum. Captain, mathematically speaking, there is ample evidence to support my deduction that increasing the output will be dangerous. Do you still wish to increase the output? I'd like to believe you, but you did see something funny going on with Virgil's program, right, Chris? If Good Luck's tricked us again, who knows what might happen this time? I think we should increase the output. You agree? Ну сейчас точно не раузнут the old one. You don't need me anymore, do you? We will respect your wishes. Increasing wormhole digger You output. don't need me anymore, do you? Говорит женский голос. Что негр суициднулся? Подождите, здесь уже 3 негра, я не успеваю следить за ними. Sorry to keep you waiting. The wormhole activation sequence has been completed. We did it. Please, everyone, step into the wormhole. So long, Она Captain. в небе! It's an honor working with you. Oh no, the wormhole was stable, but I now detect energy fluctuations within it. Something is disrupting the wormhole. Captain, look! There is no mistaking this reading. The Lord of Dust. Почему вы используете единственное число? Captain, get to the wormhole at once. Я вижу 3, например. It appears as though the Lord of Dust is attracted to the digger's energy. Hurry to the top. Under the circumstances, returning home through the wormhole is the optimum escape route.
Captain, you must hurry. You cannot let the Lord of Dust catch up to you. If it travels through the wormhole, it will likely end up in your world. Once you have all gone through, we'll close the wormhole to prevent it from following you. Please, you have to trust us. Этот дебил просто стоит и смотрит на монстров примерно вот полчаса. Вместо того, чтобы бежать в дыру. I detect rising energy levels in the Lord of Dust's body cavity. It must be about to attack. You wouldn't survive a direct hit from one of those. You must get out of here. Это один монстр? Окей. Destination is the top of Mother Base. I will navigate the optimal route. Head for the marker. Вау, вот эти эффекты, когда у тебя экран чистый, а потом просто по нему начинает блевотина течь. Ну... Малыш-негр прикрыл его своим телом, как благородно. Нет, на самом деле он просто носил малыша-негра на себя как щит. Щит! Captain, can you hear me? You have to get up. You're still in danger. Hurry. Now is the time. Continue ahead. Да, этот гигантский километровый монстр, конечно же, будет маленькую клешню совать в эту маленькую дырочку, а не снесет это все целиком. Watch out. Это такая тоненькая ручка, ой, так смешно. Он сейчас из своего локтя отрастил еще одну руку, взял ее в свою основную руку и ударил. Окей. Окей, хорошо. Хули этот сам не выпрыгнул, он больше всех хотел выпрыгнуть. И почему капитан опять стоит? Ну, конечно же, для этого. Let's go, говорит он малышу-негру, не умеющему ходить. Блять, какая же хуйня-то, а? This game has multiple endings. Честно говоря, мне не интересна вообще ни одна концовка этой игры. You died. Окей. Ну все, рука этого монстра попала в наш мир. Нашему миру полная пизда теперь. Можно закрывать наш мир. Он теперь заражен навсегда. Да, вот реально, я думал, монстр энергогенератор привлекал. Конечно. Все говорили, что это диггер привлекает монстров. Если усилить его мощность, то монстры больше будут агриться.
Диггер монстра вообще не трогал. Я реально думал, что когда он начал стрелять, он просто снесет этот генератор дыры, и все. Where are we then? Playing message. Hello again, everyone. Do me a favor and don't move for a moment. Welcome to the next circle. Hate to break it to you, but your journey's not over yet. Следующий круг ада. О, да. Одетые. Нет, только полтора одетых. So before I continue, if you're listening to this, it means I'm already on my way to purgatory. In other words, this is a recording, so I can't answer any of your questions. That said, I can answer one thing that's probably on your mind. Why are you back home? What did you do wrong? That's what I want to know. The answer is this. You didn't do anything wrong. Everything that's happened was supposed to happen, and you've ended up exactly where I wanted you to. I imagine you don't like me very much right now, and I couldn't blame you. But there's something I still need you to do, and that is to destroy the Lord of Dust. Everything I've planned, prepared, and executed has been for this one purpose. Sending the captain to D-Tank, having you find others and become stronger, and now sending you there. Because that is where you will find the weapon that can destroy it. The forward operating base you're Я right now is послал built к by the тебе Killer малыша негра, Corps. чтобы ты уничтожил большого There's a survivor from the монстра. Corps somewhere in the area. Start by making contact with him. He holds the key to destroying the Lord of Dust. Oh, and please, don't blame Virgil for what happened. The events that led you to being there, this recording, neither she nor he had any knowledge of these. I know they'll continue to do whatever it takes to help you complete your mission. Боже мой. The emotions are probably still running high, but one day you'll understand. Understand how the fate of mankind rests on this mission. And you are the leader of this mission. I'm counting on you, Captain. That is the end of Good Luck's message. That son of a bitch. He's still screwing with us. The man is dead. Get angry all you want, but what good will it do now? What was that he meant by the fate of mankind resting on this mission? One thing does come to mind. It has to do with why Mr. Gruen wanted you to increase the output of the digger. I suspect it was because he was trying to bring the Lord of Dust into our world. What? That level of output truly was unnecessary for us to return home. He likely wanted to increase its size in order for the Lord of Dust to be able to go through it. But why would he want that? И почему тогда он не прошел? After all, the Lord of Dust contains a massive amount of energy. Там дырка была реально гораздо меньше, чем нужно в таком случае. Для километровой головоножки. This is only a guess, but I think Good Luck wanted to destroy the Lord of Dust to prevent Gruen from getting his hands on it. In that case, you really could say the fate of mankind rests on this mission. This has got nothing to do with me. Reeve! As far as saving the world and Good Luck's mission goes. But it looks like we're gonna have to take out that thing in order to get home. We might not be so lucky next time it attacks. Well, all right then, it's settled. Let's go find this Charon survivor Good Luck was talking about. I will continue to provide mission support, assuming you all trust me. Sorry for doubting you before. We have faith in you, Virgil. Let's make it home together. To facilitate exploration of this region, begin by activating the wormhole transporter. To do so, you'll first need to secure the data on the memory board in this area. И, в общем-то, ничего не изменилось. That weren't present at our previous location. Take great care when searching for the memory board. Time to analyze the data. Please synchronize your iDroid with me here. Задействовали все ассеты, да, из Афганистана в Африку телепортировались. Wormhole transporter is up and running. You can now use it to move around this area. Captain, there is one other thing to report. We scanned the area for the communications code that was on the memory board you recovered. We've detected a device that's using it.
It may be the Karen's Watering Head hole. for the location where the device was detected. Сколько дыр в этой игре? По-моему, она лидирует по количеству дыр. Кресло еще откуда? Они крафтят, короче, просто на коленке. Until you remember what pain is. Damn it! Call for help, huh? Ну и опять же, да, зомби не убивают людей, только люди убивают людей. О, напарник его с базы. Окей. I always believed that you would come. I've identified a wormhole transporter nearby. Activate the transporter and return to base camp. A little late with your backup, huh, partner? Well, you were still as green as they come last time I saw you on Mother Base. Now you're a captain with your own unit. Huh. Hard to believe. Опять Some kind Nesty. of dream? Huh? Maybe. If it is, well, everything would make sense. This is no dream. You are... I am 100% awake. Right, Virgil? You know my name? You don't recognize me? After I found myself here, I got picked up by the Charon Corps. I was with them for a while. I met you back then too, Virgil. Part of my internal database has been lost due to an incident of an unknown nature. I have no records of the Charon Наверное, Corps главный activities. плот-твист This would be будет why I в do том, not что have это был за information on you инцидент, either. от чего Вирджил потерял память. Well, the name's Seth. Nice to meet you. Again. You look like you've seen better days too. Oh, hell. А чё садист убежал-то? Да, вот реально чувак с дробовиком. Вместо того, чтобы идти атаковать героя безоружного, он берет, убегает и все сдается. Psycho? Dan, you guys saw him. The guy who was screwing with me. Dan. Internal database match for one such individual. According to records, he is a combat engineer with the Charon Corps. Yeah. He's the reason the unit's dead. If you've been here long enough, you've probably seen the bodies. He shot every one of them. That is incomprehensible. I can see no logical reason for such actions. Maybe he doesn't have a reason. He's totally nuts. Maybe being in this crazy-ass place has made him that way. I've been looking for some payback after all the Corps did for me. But I got careless, and I was about to be his next victim. Good Luck alluded to a Charon Corps survivor who holds the key to destroying the Lord of Dust. That would be you, would it? Good Luck said that? I see. I get it. So he's entrusted you to do what we couldn't. There is, in fact, a weapon around here that'll let you go toe-to-toe with that thing. We had another mission, which was to secure this weapon. It was called Sahelanthropus. Go and investigate the weapon Seth talked about. I've marked its Реюз ассетов просто достигает невероятных масштабов. Копируйте вообще абсолютно все. Что еще было в 5-м МГСе, что здесь не было скопированным? Я даже что-то не представляю себе. Эти ходуны были, сахилантропы были. Но осталось только принести сюда guest starring The Skulls Parasite Unit, но с другой стороны все эти зомби за них, наверное, и отвечают. Вообще, если так подумать, то в МГС 5 было так мало всего, что Survival оказалось нечего копировать, и поэтому Survive тоже оказался максимально пустой и пресный. Как Сахиландр засосал, он же был всего один. Бадумц.
Ну вообще, если это будущее, то... Слушайте, он же даже находится примерно в том же месте, где его обронил в 51 главе Ликвид, разве нет? У него тоже был какой-то остров такой с водопадиком. Смотрите, это же канонично, да? Если это все в будущем, то... Who are you? What are you doing here? Hey, disconnect that thing, now! Please calm down, Dan. We have a mission to destroy the Lord of Dust under Good Luck's orders. That voice? Virgil? And you said good luck? Dan, it is my assumption that you are now the last surviving official member of the Karen Это Corps. другой, параллельный It мир, has been другой claimed that you сахилантроп. killed the other Oh members of well. the Corps. Is this true? I haven't killed anybody! If you really were Virgil, you know that! As I have lost part of my memory, I am unable to verify this. Captain, from observing his reactions thus far, he appears to be in sound mental health, contrary to what Seth said. I believe it would be worthwhile to hear his side of the story. What do you say? Wait, you said Seth? So he is involved with this. Where is he? Tell me. Damn, I knew they were working with Wanderers. Как можно работать с зомбо... Wanderers, you must engage them. Во время кодека нам показали скриншот, как на нас нападают зомби, и во время геймплея уже зомби просто тебе в лицо лезут. Это потрясающее вообще использование кодека, который подчеркивает, что реально люди вообще не понимали, как это работает. Please synchronize your iDroid with me here. So you ran into Dan again? He's lost his mind. I wouldn't put any stock in what he has to say. Virgil's analysis showed that there was nothing wrong with Dan mentally. Judging from records, it appears that someone betrayed the Corps, and that is what led to its downfall. And that someone is Dan. If Virgil's analysis is correct, Seth's story runs counter to the facts. Is he actually the survivor Good Luck was talking about? In any case, shouldn't we decide on what our next move is? Конечно же, единственный человек, который что-то знает, просто убежал от них, заорав, что они работают с зомби. И аишник такой, нет, он абсолютно здравомыслящий. Конечно же. Well, since we don't know who's telling the truth, why don't we secure it ourselves for now? It'd be dangerous to leave it there anyway. I don't want to believe either of them's working against us, but the way things are, I think that's a good idea. All right then, it's settled. Looking forward to seeing Sahelanthropus back here, Captain. Sorry, Seth, but until we know what's going on, we gotta keep an eye on you. Do as you please, but I am not your enemy. You of all people know that, right, partner? We'll use a wormhole to secure Sahelanthropus. Place the wormhole digger near it. Okay, prepare your defenses. When you're ready, access the digger and begin digging. As you're most likely aware, securing the weapon will take Блин, с 15 минут оборонять точку. Это же безумно долго и безумно скучно. Капец просто. 15 минут. И он выращивает заборы из земли. Ой, вей. Там надмозги летят какие-то. Не летят, идут. Блин, это луковый рыцарь из Dark Souls. Единственный одетый человек здесь — это луковый рыцарь. В СК-2 и ВК-3 были обороны по 30 минут. Я не знаю, что это за аббревиатуры, но... Властелин колец 3. Старкрафт. Не знаю. 15 стран работает на ПК, 86 положительных обзоров, что происходит. Ну, все как всегда. Ну надо же.
You did very well indeed. Bastard! That's close enough! Someone might get hurt. Breathe. I'm sorry. What's your game anyway? What can you possibly gain by doing this? You'll find out soon enough. All you need to do is stand back and watch. Okay, Virgil. Your turn. Activate the wormhole transporter. Destination. Base camp. We cannot accept that order. That's AI for you. You don't care what happens to this child, do you? Activating transporter. No, we can't. We can't endanger the entire crew just to save Chris. Activating. Good. Now come with me, Virgil. There's something else I need from you. Understood. Wait. Our actions in this matter have been irrational. Just go along with it. We have to do what this is. Короче, аишник, который женщина, здесь просто все фейлит, просто постоянно. Эта игра, значит... But you better come alone. If I see anyone else, I'll kill the boy right then and there. Got that? Это игра про негров, но женщин она унижает. Why the long face, Chris? You scared of dying now all of a sudden? That stench. You're just like I was when I ended up here and gave up on living. That's the stench of despair coming from you. You're right, you know. I won't live to see 20 with my disease. If you're going to kill me, you might as well just do it. You poor child. But you needn't worry. Simply join us, and you shall despair no more. Бля. You keep saying us. Join us. You're working with others? Indeed. We are everywhere. We are very well acquainted. Don't tell me. Yes, the Wanderers. But there is more. What you call the dust. That is our true form. Блядь. Calm, sophisticated intelligence. Far more evolved than mankind. That is who we are. The Dread Dust! Dread Dust. What is that exactly? We began as an invention of your world. Medical nanomachines. Nanomachines! Absorb the properties of any kind of matter. But as our numbers grew, we started to develop new traits. Those of a colony. These included infecting intelligent life, producing a resonance effect, and generating energy. The energy you've been using to generate your wormholes. That is created when we coalesce and crystallize. Surely no one is more aware of our magnificence than you. Oh no. Oh no. Seth, unlike other Wanderers, a substantial part of your human personality appears to remain. Why is that? It was determined that this would be the most effective avenue to achieve our goal of endless propagation. It certainly was when it came to bringing the majority of the Charon core into the fold. How could you do such a thing? Such a thing? Child, our physical forms have no individual intelligences of their own, not in the truest sense. The dust has been dispersed into the atmosphere. We continually send and The receive dust has been information from one dispersed in another. the atmosphere, This enables ensuring us to exist complete as a colony, global one will and one saturation. intelligence. So you see, it is a wonderful thing. For when there is only one will, neither confrontation nor conflict can occur. There is no greater form of companionship. But sadly, there is hardly anyone or anything left in this world to join us. That is why we've turned our sights to yours. Our arrival will bring the peace mankind has yearned for 10,000 years, yet has failed to achieve. That cannot be called peace. You have been poisoned by the humans, Virgil. AIs like you two should be on our side. But it looks like no amount of talk is going to convince you. So we're just going to have to take the information we need. What? Where? The AI network intrusion. Anomaly detected. Virgil! Stupid legs. Don't you try to move. Finally, the wormhole control technology we've Он been просто waiting протянул руку КАИ и скачал всю инфу. power of Sahelanthropus. Теперь наномашинам, которые уже захватили весь мир, нужен только ебучий говноробот. Captain's gonna stop you. О бой. О бой. You Here really we think it's okay go. to let the captain go alone? I don't agree with this. It's like we're standing back and watching the captain die. Hey, what about this? There's more than one transporter around there, right? Somebody else teleports in somewhere besides base camp, then goes in and checks out the situation first. I thought of that too, of course. But I took a look, and all the transporters besides the one at base camp have been locked down. Seth must have ordered Virgil to do it. The way things stand, it's all up to the captain.
Можно рекап всего этого диалога в конце? Не, ну этот сет, это просто наномашины, которые захватили весь этот мир. Теперь он хочет захватить еще и мир героев. Originally, I was going to use it to transport Sahelanthropus, but it looks like now might be the time for it. Transport Sahelanthropus? For what? To destroy the Lord of Dust, of course. That son of a Что пыль это наномашины. Все наномашины. I bet you Seth was responsible for that. He tried to Сет просто манифестация этих наномашин. Sahelanthropus's railgun is the only thing left in this place that can damage the Lord of Dust's shell. I was gonna use it myself. Maybe help the others rest a little easier, you know? Setting aside whatever you have planned, we'd be grateful if you'd let us use this program. So who's gonna go with the captain? I'll go in ahead, check things out. If everything looks Но good, на самом деле этот вопрос у меня в своей игре был. Это же как раз популярная теория конца света, когда наномашины просто все поглощают. Ну, правда, тут они нифига не все поглощают, а зачем-то делает из людей этих головастиков с сиренами в голове, но... В общем-то, все очень банально. И сейчас наш капитан подходит и тоже руку такой, не-не-не, я тоже могу рукой светить. So you've decided to join us? Very well. We welcome you. Don't be afraid. Soon, you will know. Know just how very small and lonely human existence has been. Join us. А он уже зараженный. Come with us. Ну и сейчас он регенерирует, конечно же, моментально. Он же из наномашин сделал. Nope. Он не регенерирует, он превратится в гибанину. О, They harden in response to physical trauma. But of course. Он еще и зачем-то вырос в 2 раза. Ну, смотрите, еще один полуголый мужик с кристаллами. Блять, это... Я скажу, где я это видел. Это Сида с Final Fantasy 13. Как там FF15 на ПК? Но она требует мощного ПК, но выглядит... Ну, я не знаю, на 1060 она выглядит примерно как на консоли. На чем-то более слабом она заметно тормозит. Самое главное, зачем? Зачем вообще обсуждать FF15, если в этой игре нет никакого смысла? Можно проскипать файт. Да сейчас он проскипается. Заодно можно хотя бы понять, что за геймплей в этой игре. Ну, то есть, да, бля, вот у него копыта, а? Как на таких копытах вообще ходить можно? Почему он вообще страдает, дышит, руку протягивает, если он наномашинный? Ой, ладно. Дошел до Stormblood F14, аддон хороший. Да, аддон хороший. Heaven's Ward мне, честно говоря, понравился побольше, но Stormblood тоже хороший. Ладненько. Что у нас? Captain,
Try to remain calm as I Нормально, за update you. полчаса досмотрим. After you lost consciousness, I did a full examination on you. It is apparent that the unknown life form, excuse me, the dread dust, which was inactive within you, has been reactivated through contact with Seth. At this rate, in the not too distant future, you will likely turn into a wanderer. Начал There is only one way мутировать, to stop окей, the infection хорошо. from spreading, and that is to destroy the Lord of Dust. Но если убить The Old One, сразу пропадет все заражение. I say we kill this captain, or at least we should lay a strict watch. Hey, now hold on. The captain saved all of us. If it wasn't for the captain, we would have been dead a long time ago. We can't just... You want to see someone you care that much about turn into one of those things? I don't think we need to eliminate, or even lock up, the captain. Why do you say that? Because I believe in the captain. Блять. Well, belief isn't going to stop an infection. If we do let the captain continue to lead us, we need to establish how much time we have. In that case, I can present a figure. The captain has 12 days remaining. The same amount of time it will take the infection to overwhelm me. You're infected? Why didn't you tell us? Allow me to explain this part. Герой, да, заразился сразу же, но у него вирус был неактивен. Я так понимаю, потому что его Good Luck починил. А этот сейчас наномашинный нанопидор его реактивировал. Да, понятно. Короче, аишник женщина просто зараженная. Like the captain, when we came into contact with Seth, our countermeasures were disabled, and the dread dust began to spread once more. This resulted in my independent networks being rejoined, and my records of the Karen Corps' mission were restored. At the same time, I was able to access all information Seth, that is, the dread dust, possesses. Everything has been revealed to me. Просто он протянул ручку и сразу же открылись все подробности сюжета. Замечательно. This is its future. This is Earth in the 22nd century. Я же говорил про будущее. Everything exists within a single timeline. Beginning several decades after your lifetimes, the world has been destroyed over and over. The cause of this time loop is the monster we know as the Lord of Dust. The Lord of Dust appears to be an aggregate of dread dust. To satisfy the dust's instinct to propagate, the Lord of Dust uses a wormhole to travel to the past, where it assimilates everything it can. Короче говоря, я хочу поставить на паузу и сказать вам, вот вы играли в первую часть Final Fantasy. Так вот, этот сюжет отправиться из будущего в прошлое, чтобы из прошлого отправить себя в будущее, активировать себя в будущем, и ладно, вообще я не буду. Continuing to exist in that world, the Lord of Dust then travels back to the past through another wormhole, repeating the process. In this way, the world is trapped in endless cycles of destruction. From analyzing the memories of the dread dust, it appears its origin can in fact be traced to the invention of medical nanomachines. However, how many cycles ago the dust emerged, Кодзима изобрел наномашины и обрек всю вселенную на смерть. is to destroy the Lord of Dust. Fortunately, of all the temporal axes in which the Lord of Dust exists, the one in this time is the weakest in terms of its energy stores. Given the state it is in right now, if we use the Philanthropus's armament, namely the Archia blades and the railgun together, Самое главное, то есть, если мы возьмем хлыст робота и отпиздим гигантскую многоножку, то все наномашины в мире отключатся. You needn't worry. I won't let that happen to you. If you prepare the weapons for the attack, then once you have all traveled through the wormhole back to your time, I can destroy the Lord of Dust myself. But in that case, you'd be trapped here forever, wouldn't you? Я робот, блядь. Virgil! Massive gravitational anomaly detected. Oh my. My presumption is, this is the Lord of Dust itself preparing to generate a wormhole for time travel. At some point, it will likely come to attack our base of operations. That is, base camp. As currently, our presence is the one thing У that игры can такой stop же it from тупой сюжет, как у achieving игры its goal. 87-го года? Нет, конечно же он еще тупее, просто потому что его больше. Exactly one day before the infection will overwhelm the captain and me. You must finish your preparations to intercept the Lord of Dust before then. The railgun will only require some standard repairs, but the issue is the other weapons needed to strike at the Lord of Dust, the Archia blades. The greater part of these weapons systems are dependent on the actions of a special group of organisms called the metallic archaea. However,
These metallic archaea have had to alter their composition in order to survive in an environment now full of dread dust. Therefore, the archaea blades cannot function with their existing control program. Блять, ну захуярьте в них волбахию, я не знаю, что еще вам сказать, но пиздец. We're going to have to modify their control program. Пиздец, полный Кодзима поехал. Other members of the Corps were working on that. Looks like all the time we put into Sahelanthropus wasn't a waste after all. Where are they right now? Sorry. That was toughness of me. It's alright. They got taken out by wanderers. I was away working on something else. I know where they were. I'll pass on the information to Virgil. From Dan's information, I pinpointed the location of the modified program. I've marked the objective on the map. Also, I detect a new memory board at the same site. The program is likely contained on the memory board. It must be secured. From Dan's information, I pinpointed the location Дэн — это выживший из вот этого отряда, который сюда был направлен. Also, I detect a new memory board at the same site. Харон. Отряд Харон. Похорон, блин. Ой. Продолжается увлекательный геймплей. Несмотря на то, что уже все там, враги 30 уровня, все равно 3 тычка палкой в рог. Это все, что им нужно. Как тебе анонс Валькирии на мобилке? Вы видели этот трейлер ебаный? Это просто трейлер, который говорит о том, что Square Enix до сих пор ничего не понимает, ничего не умеет, они тупые дегенераты. Если вы видели порт Chrono Trigger на ПК, ну как бы вы понимаете, что я ничего хорошего не жду от порта Валькирии на мобилке. В пизду, в общем, это все и... Shit Square Enix. Oh, it's you. We have a bit of a problem here. The program modifications were never finished. I'll play around with it, see if I can get it working. But my area of expertise. У вас есть программист. Сейчас малыш-негр спасет мир. Да, конечно. Конечно же, блядь, он же ребенок. Во вселенной Metal Gear всегда дети умеют в миллион раз все лучше, чем взрослые программировать. Надо запрограммировать. Ой, ладно. Я даже не буду пытаться думать, потому что это Metallic Archaea, это еще в МГС 5 от этого мозг сворачивался в трубочку просто от этого пиздеца. Здесь не лучше. From the data you just obtained, I've identified the location of a singularity. All right, Captain. Head for the singularity and transport the wormhole digger. According to our projections, you'll be able to acquire from it the iris energy needed to return home. The enemy has been drawn to the energy surge. Defend the transporter until the reactivation process is complete. The wormhole transmitter has been deactivated. Ну ладно, ну что, как там дела в Кубани? Давайте. Блин, этот телевизор явно не из 22 века был. Ну или затянуть разработку F7 на 10 лет, или выпустить на PS5. Ну, честно говоря, учитывая, что они хотели ее разбить на 3 части, на трилогию, а жизненный срок PS4 уже явно, ну, больше половины прошел. А у этой хуйни еще нету ни даты релиза, вообще ничего. То у меня, честно, большие вопросы, как они вообще планируют выпускать ремейк F7. На какой платформе, когда и... Вот это да, он просто прыгает из стороны в сторону. И не делает ни... Ну да. Ну давайте, да, гигантская человеческая многоножка, наномашинная, точнее, многоножка идет на нас. Мы сделали из Архея Блейдов ловушку. Окей. Где-то была картинка, если бы FF7 была сделана как FF15. Покажите мне, я ее не видел.
An ounce of prevention is worth a pound of flesh. That's not a proverb either. Oh, forget it. Captain, the final battle is at hand. Onwards to victory. Какое уныние. Okay, let's move on to final preparations. Craft the Archaeblade trap. Finally, the big showdown. Is everyone ready? Are you sure we should be doing this? Is it right for us to be returning home like this if it means letting Virgil make this sacrifice after helping us get to this point in the first place? I Блядь. appreciate your concern, but my mission Ну has been это to support робот. you. Please, do not worry about us. You should return to your time. I Так. agree with Miranda. Ща, While I was working on the важно. Archaeblade trap and doing some circuit tests with Virgil, I Я realized открыл картинку. their infection has probably progressed more than they realize. At this rate, it may affect their ability to control the trap. Someone needs to stay behind to help them out. That won't be necessary. Actually, after running a systems check just now, I think Chris may have a point. Currently, the odds of operational success stand at approximately 9.3%. See? I'll stay behind. I know more about programming. Да, я все равно умру, Now поэтому. hold up. Guess I'll If that's the die. situation, I'll stay. I lost everyone in the core. I didn't care if I made it back. The only thing that kept me going was getting a shot at burying that thing. And I'm no Chris here, but I still know more than a thing or two about machines. That does it. I'm staying too. А, мы все решили You lost your умереть. mind? How could you possibly contribute under the circumstances? It's true. I don't know much about machines, but I thought, you know, maybe an old timer like you might need his back cracked or something. I don't know. Я просто хочу сдохнуть. I'm serious here. Я серьезно хочу You guys mean a сдохнуть. lot to me. Ребят, я хочу I wouldn't сдохнуть. leave any of you behind while I take off like that. I'll be an errand boy, whatever you need. Just let me help out with this too. Well, I can hardly be Я wrong тоже about хочу either, сдохнуть. can I? Мы все хотим сдохнуть. Of course, I've been wanting to stay behind since the beginning. You guys are serious about this? That expression looks like you feel the same way, huh, Captain? Damn it. Virgil, what are the odds of success now? Now, the odds of success stand at 96.6%. Как только все решили сдохнуть, сразу же в 10 раз увеличились шансы попадания. No, Chris. You're going home. Why? I'm one of you guys too. And for that reason, you have an important mission. What's this? A device containing data on the wormhole technology. Truth is, I was planning to take it back myself. And one day we'd find a way to rescue you and everyone else who was still here. Unlike these guys, I don't plan on spending the rest of my life here. Someday I will make it home. I place that hope in you, Chris. You're the smartest one here. I'm counting on you. The future is in your hands. Okay. Да, конечно. И они решили отправить одного человека назад, который не умеет ходить. То есть он просто вылетает из дыры, его кресло отваливается от него, и он не приходит никуда. Гениально. Я не чекнул картинку, потому что у меня, ну, чтобы стрим шел, мне нужно, чтобы окно было с ютубом поверх всего. Я чекну картинку, как только стрим закончу. Everyone, I want to thank you for your help. All right, commencing operation. Он научится ходить? Generating wormhole. Наномашинами? You want to rethink this? Now's the time. You wait until now to say that? Can you two lovebirds save it for later? Same for you and your lectures, old man. Okay, everybody ready? Here it comes. Как можно научиться ходить, когда ты инвалид? Nanomachines. По-моему, самый дешевый и дебильный дизайн вообще, наверное, из всех возможных, это просто покрыть все ебучими кристаллами угловатыми. Это напоминает мне последнего босса PlayStation All Stars Battle Royale. Как его там звали? Polygon Man?
of the attack is a success. Now everyone get back to Mother Base. Ну и почему вы не стреляете, мрази, если вы его застопорили? А, ты еще и без кресла его туда посылаешь. Good luck, Крис, блять, ну... А сейчас она типа его не захватила? Блять, вы чё? Это не кристалл, она обмотана фольгой. Хи-хи-хи. Масахиро Ито переоценен. Ну, может быть, я не знаю. Как бы, а чё он сделал, кроме пирамид Хеда хорошего? Кудлак Крис, это его сын. Прям лол. А Гудлак и есть Крис? А, ну то это все объясняет, почему он говорит Гудлак Крис, и после этого Гудлак становится Крисом и отправляет его, несмотря ни на что. This makes perfect sense, да, на самом деле. Гудлак и есть Крис. Кто-то, я думал, что в этой игре слишком много негров. На самом деле их все-таки не 3, а 2. Your life has dropped. Почему куча заборов вылезла из земли, но он их скрафтил за секунду просто. Ну, вы будете стрелять рейлганом-то или нет? Блин, ну не, ну вообще дизайн этого Lord of Dust это пиздец говно. Просто это, знаете, это вот взять и спаять воедино 3 имперских уокера, как их там, АТ они назывались. Ну и фольгой замотать, чтобы никто не догадался. Крафт забора поставил алхимика, да! Слушайте, все так. И какой баттл? Тебе надо из рейлгана в него выстрелить и все, нет? Серьезно, блядь? Нужно стрелять в эти сфинктеры, которые... Пиздец, это типа все сделано из наномашин, но при этом это принимает вот такую вот супер уебищную форму, которую можно расчленить, стреляя в такие узенькие пипеточки, которыми они связаны уокеры друг с другом. О май гад. Он просто соединил провода. It's doing something. Почему они туда бегут? Объясните, пожалуйста. И... Everyone, listen up.
There is only one way to defeat the Lord of Dust. Блять, только что был другой After running способ an его analysis on the победить. phenomenon we've witnessed just now, А, one significant феномен problem has новый, come to light. хорошо, давайте. The dread dust didn't begin their existence as organic life. Therefore, they have no concept of death. They began as nanomachines. As long as they have no concept of their own death, they will not cease to function. This appears to be the reason why it has Их been невозможно impossible to победить, destroy потому them. что они просто не понимают, что такое смерть и продолжают существовать. Гениально. Надо научить его, что такое смерть, да? We don't have time for this shit. I can almost hear Reeve when this message starts. I can empathize, because I'm sure you're still in the middle of the battle. But I need you to listen to me. This really will be my final message to you. Consider it my last will and testament. First of all, Reeve, before I continue, I have to apologize to you. We really don't have time for this. Captain, try hitting it with the railgun again. We can't. I let you down. I spent 30 years trying, but in the end, I couldn't get you out of that place. Please, please forgive me. Let me down. No. You're Chris? I remember it like it was yesterday. That day, 30 years ago. When the captain got me to the wormhole above base camp and I made it home. But I couldn't have expected what happened next. Instead of going back to 1980, I ended up in Philadelphia in 1943, in the skies above the USS Eldridge. Wardenclyffe section hadn't been around that long, and this was the first full-blown test of the wormhole teleportation. And so I, descending from the skies, became the greatest achievement of the Philadelphia experiment. For the next several years, I was the section's little plaything. But over time, I rose to the rank of researcher and gained more influence in the section. And was supported by research with the Не device. знаешь, что такое нормальная жизнь, пойду забуду, что такое смерть, и стану сверхсуществом. Да. But most of my work was simply me recreating what I'd seen on the device. It wasn't because I was smarter than anyone else. I discovered absolutely nothing. But I was fine with that. I wasn't after fame or fortune. I wanted to atone for what I had done to all of you. What I had done to the world. Thus, the gates of hell were flung open. Though my own personal hell wasn't Dite, but back here, the reality. For 30 years, I've sacrificed everything to prepare. All these preparations for this one fleeting moment. When you hear this, the Lord of Dust will likely have already opened his door to the past. Captain, it's all up to you and the others. History, the survival of mankind depends on whether or not you can pull Так this что off. делать-то? I'm counting on you, heroes without names. The future is in your hands. That is Good Luck's final message. Chris. Virgil, tell me something. How do we destroy this thing? Ну. There is only one way. Ну. I must become one with the Lord of Dust and reveal. Once this has happened, fire the railgun at the Lord of Dust and me. Understood death, the dread dust that infected him. Because it was so dependent on the properties of its host. When Seth's body was destroyed, so was the dust within him. I will do the same thing to the Lord of Dust. But Virgil, if you do that, you'll... I am ready for that. Do you even understand what that is? At the very least, I have developed my own interpretation of it. I have spent a long time with the Karen Corps, the captain, and all of you. Journeyed with you, fought alongside you. I have realized that your existence is fragile and fleeting. Господи, And while the dread dust was eating away at me, какой I became aware of a потрясающий concept, an кретинизм. aversion to my existence coming to an end. This could even be called fear. Existence is finite, life is precious, and death is sorrowful. Is my understanding correct? О боже мой. This truly will be the final battle. The meaning of life, the reason for death, the value of existence. I will teach these to the dust. I will teach them everything I learned having to survive in this world with all of you. I'm ready to do this. We leave the rest of the work to you. There is no more time. Кодзима был превзойден, слушайте, да. Научить наномашины бояться смерти, чтобы заставить их умереть, это просто... Вау. Это также очень по-японски, конечно, но... Да, блядь, как... Насколько же это... Насколько же это тупо, просто... Блядь. Не... Ой, блядь. Ладно, это стоило того, чтобы 2,5 часа смотреть эту хуйню. Такой невероятный пиздец.
Кодзима, да, Кодзима был превзойден. Кодзима больше не гений. Научить наномашины смерти уже было в Евангелионе, а где там были наномашины? Что эта хуйня про экзистенс напомнила Нир Автомата, ну. Что я могу сказать? На самом деле ничего не могу сказать, кроме того, что Нир Автомата не была бы таким говном, если бы она была про экзистенциализм. Но нет. Слоны падают. Хоботы у них застряли в анусах друг друга, вот они и падают. Не, я не помню наномашины в Еве. Я их смотрел 15 лет назад, больше. Не помню наномашин. Даже если такие мемесы и шутки были, я их тоже не помню. На компьютер напал наноангел. Не, все равно не помню. Какая-то проходная серия, наверное, была. Типа где-то 10-я или 15-я, где-то так. Да. И все. Directed by Йота Цуцумизаки. Два сценариста и еще одна компания писала сценарий для этой игры. Creature Design, Масахиро Ито, не наслышится, все. А еще сцена после титров. Это финал, да. Они победили монстры из фольги, конец. Operational Support Program, Virgil AT9, reboot complete. Revealing the concept of death to the Lord of Dust was a success. However, I myself survived the process. Though the destructive power of the railgun was extraordinary, as you can see, it didn't destroy me. It appears my body was built with the same materials used to construct nuclear blast shelters. According to my analysis, it was designed this way in case of nuclear war. This was quite a surprise. Also, the dread dust that had infected us has ceased functioning. As a result, my personalities have merged into one. So I should be able to provide you with firmer guidance from here on. Пословицу скажи. Ага, ну окей, ладно. Проверка пройдена. Oh boy, here we go. Ладно. According to you, a massive wormhole would appear over Mother Base during the battle with XOF. Forgive me. It would appear I made a miscalculation. Whatever it was, I have to report this to the section. This isn't the first time you've crossed the line with your initiatives. They're going to come down on you hard, I imagine. Better prepare yourself. Fine by me. History was changed. Thank you, heroes without names. And thank you, Captain. But this isn't the end. Now it's my turn to fight. I will get you all out of that place. And then I continue to keep watch. To ensure that technology run amok cannot destroy the world again. This time, we will build a better future. Ну и это все. Да, в общем, спасибо, что смотрели. Я не знаю, что еще могу сделать, кроме того, что пойти и почитать рецензии на нее.
1489 рублей она стоит. Зачем-то на рубль меньше, чем... На рубль больше, чем нужно. Отзывы смешанные. 67% положительные, чтобы вы понимали. 67% положительные. Сюжет довольно неплох. Конечно, он проигрывает даже Фантом Пину. Кто не понял, тот поймет. Да. Никодзимой единым. Хорошая survival игра, которая вписывается в основную вселенную. Это каноничный сюжет, он вписывается. Почему? Потому что наномашины были до этого в Metal Gear'ах. 7,5 из 10. Для меня Metal Gear Survive не является оскорблением серии. Ну, в общем-то... Да. История в игра неплохая, связана с Metal Gear'ами и прочим. Она отвечает на паре вопросов и не паразитирует на персонажах из прошлых частей. В отличие от МГС-5, эта игра закончена. На фоне выживалок сюжет на высоте. Ну, в общем, все. Да, я на этом, я больше что-то не... Игра хорошая, только голод проблемка. Потратил свои 1489 рублей на игру, а приходится голодать. Игра хорошая, только голод проблемка. Ладно. Пишут, что есть еще концовочка. Ну давайте, да, давайте еще концовочку. Я не против. Блин, так, это вот альтернативная концовка. Чтобы больше никогда уже к этому не возвращаться. Everyone, I want to thank you for your help. All right, commencing operation. Generating wormhole. Так, она точно на полутора? Да, мне уже кажется слишком медленным это все. В принципе, все примерно, да. Все примерно как и ожидалось. Собственно, да, сегодня был кинострим. Больше кинострима я как-то, не особенно планирую пока возвращаться к ним, так что завтра ничего не будет. Во вторник я не уверен, будет ли что-нибудь. Своя игра в любом случае у нас закончилась. Так что, в принципе, все более или менее ясно. В среду Сатурн, наверное. Я еще не пробовал. Я пока покачал игры, но не пробовал их запускать. Я думаю, что... Может быть, я в среду и не смогу стримить. Я еще не уверен, пока не решил. Если в среду не смогу, может быть, во вторник как раз устрою ретро вместо среды. Ближе к делу я анонсирую. Будет ли Гитлер, я не знаю, это все зависит от людей, там же 10 человек, когда соберутся, тогда и капонавтов я не планирую, не знаю. Нет пока планов, я хочу в начале классику Сатурна все-таки поднять, типа Панцердрагуна, да, и
Дипфира и прочей такой фигни. Sonic R, наверное, надо еще будет скачать. Я что-то забыл. It's do or die here. We'll do everything in our power to back you up. А, это тут просто можно взять и съебать? Класс, отлично. То есть, screw you guys, I'm going home. Ну и что тут 1,5 минуты будет? Сейчас он вернулся, а тут все покрыто наномашинами, потому что он прошлое не починил, потому что не починил будущее, потому что... Это не та ли пустыня, в которую уходила QIWI? Он сейчас найдет QIWI, она поговорит с ним, и у него начнется волбахи. И что? Ну, он ходит абсолютно как зомби, да. Он же зараженный и был, в конце концов. Знаете, что было бы более канонично, если бы он в джунгли Вьетнама попал? Вот это было бы очень понятно. Но все это вся концовка. Плейнинг, геймдизайн, Йота Цуцумидзаки, блядь. Короче, смотреть нечего было абсолютно. Metal Gear Survive, как я и говорил, был полной ошибкой. Но было безумно скучно, но в конце она, конечно, смогла удивить. Естественно, смогла удивить очень плохо удивила, но да. Сразу видно, да, что гений их всех учил, как надо делать плот-твисты и в чем должна быть суть произведений. Нету сцены после титров, тут все. Тут это конец видео. На этом я закругляюсь. Спасибо нам, спасибо вам. Да, картинка клевая. Что, еще одна? На 1,5 минуты. Блин. Сейчас, секундочку, подождите. Так. Сейчас. Да, блин. Ну, блин. Ну, работай как нужно. Так. Сейчас я ее разверну, чтобы вам было видно нормально. Или не разверну, потому что эта херня не захочет работать. Так, это что там вообще происходит такое? Понятно, ясно. Вот, давайте посмотрим эту штуку. Так, вот. В Ютубе. Survive Secret Ending. С браузерами тяжело. Я надеюсь, сейчас нормально видно. Блять. Миллер сейчас опиздить будет, блин. Is this loss? History was changed.
Thank you, heroes without names. Пожалуйста, пожалуйста, блядь. О, говорят, это фейк, но... Я, честно говоря, это выглядит веселее и забавнее, чем что угодно в этой игре, поэтому, скорее всего, это фейк. Не могло же быть такой веселой вещи в такой игре, правильно? Ладно. Все. Спасибо вам, спасибо нам. Во вторник напишу, будет стрим или нет. И тогда же насчет среды сориентирую. Вот. А сейчас все. Пока-пока.